Всем привет! Сегодня у нас быстрый урок рисования. Мы будем рисовать кубик Лего. Сейчас я переключу экран. Значит, есть такой сайт Fusion 360 Tutorials. И там объясняется, как рисовать кубик Лего во Fusion. Вот здесь урок у нас. Да. И к этому уроку идет у меня вот такой этот PDF-файл со всеми размерами. У меня есть распечатанный на бумаге, ну а вы можете скачать. И сегодня мы будем моделировать то же самое, но в другой программе, не во Fusion. Мы будем моделировать в FreeCAD. Вот у меня тут есть. Вот она запускается. Этот кубик уже много кто моделировал. На YouTube полно видео. Есть как самое, не только в FreeCAD или ну, практически в любой программе 3D моделирования есть этот кубик. И ну, мы сравним и подходы рисования, и расскажу про некоторые лайфхаки. Начну с самого простого. Значит, у нас Create Sketch. Значит, что у нас? По дизайн. У нас есть тут таски. Create Body, Create Sketch. И выбираем Plane. Это у нас начинается как самое 2D моделирование. И сразу расскажу первый лайфхак. Сначала я покажу, как делать не надо. Вот у нас есть моделирование в Африкаде от неизвестного ютубера, который как самое делает такой урок. Вот он начинает рисовать и делает констрейны симметрии. Смотрите, значит, сколько лишних движений. Сейчас я покажу, как сделать это проще. Вот, он задал, значит, размеры 31,8 и 15. Ну ладно. Так, неважно. Размеры сейчас не важно. FreeCAD у нас позволяет размер добавить и потом. Значит, вот у нас есть квадраты, различные построения квадратов. Значит, товарищ выбрал вот этот, нарисовал это и стал задавать размеры и симметрию, чтобы привязать ее к центру. Значит, так, я покажу, как сделать проще. Значит, если мы рисуем вот квадрат, значит, тут у нас еще стоит этот квадрат. Значит, вот 4 линии, и сразу у него задаются констрайны. Вертикальный, горизонтальный и 4 угла. Вот они выделяются там, да, вот. Вот. Значит, теперь удаляем этот квадрат и рисуем вот такой. Рисуем с другой стороны. И смотрим, что у нас тут есть. Во-первых, тут у нас появилась вот здесь точка. И если мы посмотрим здесь, здесь у нас есть 1, 2, 3, 4 линии и точка. Вот. И constraint тоже больше. Значит, углы, вертикальная, горизонтальная. И еще вот такой идет от отсюда, через центр. Это симметрия. Это значит, что они привязаны вот, симметрично. И точка тоже привязана. То есть, и самое прикольное, что построение начинается из середины. Да? Удаляем это. Начинаем рисовать отсюда, привязываем середину сразу сюда, так, и рисуем вот так. И что у нас есть? Теперь у нас все это привязалось к центру. И теперь, когда мы дадим вот размер сюда, что там было, 15,8, 15.8 и размеры вот сюда. Это у нас было 31,8, 31.8. У нас будет полностью задефайн этот объект. Вот мы делаем escape, и мы делаем close, и у нас получился то же самое, только
в разы меньше действий. И сделать вот эту pad. И это у нас должен быть 9.6. Вот. Теперь нам надо сделать пупырышки на верхней грани. Значит, мы должны выбрать вот эту грань, потому что когда мы начинаем скетч, он к ней привязывается. Это важно. Вот. И здесь нам надо нарисовать одну достаточно окружность. Вот она не видна, но надо так, чтобы была видна. Чтобы сделать ее видной, можно сделать, пойти в модель и выключить. Но сейчас нам нужен грани эти видеть, вернее даже не видеть, а перенести. Вот есть тут отдельная функция External Geometry. Мы ее нажимаем, кликаем сюда и сюда. И после того, как мы... Так, надо Escape нажать. Так, вот. После того, как нажмем пробел, выключим этот пад, у нас останется вот красные линии. Это красные линии мы перенесли с другого скетча. И вот здесь у нас есть теперь точка этой окружности, которая болтается, и сама окружность, которая тоже не задан размер. Значит, это у нас вот constraint для круга, и нам нужен диаметр, и диаметр 4.8. Так, не нравится, потому что точка выбрана была. Так, еще раз. Так, 4.8. Вот. И нам надо еще задать от края 3,9. От края 3,9. Значит, вот такую точку надо эту выбрать и точку эту. И 3.9. Вот. Вот этот один размер. И такой же отсюда. Тынь-тынь. И тоже 3.9. Вот. Теперь что? Теперь мы опять закрываем этот скетч. И вот она получилась, что она сверху, она видна. Иногда можно сделать так, чтобы она не была видна. Тоже делаем пад. И длина этой детальки 1,8. Вот. У нас получилась вот такая деталька. И нам теперь надо сделать паттерн. Разместить несколько. Тут есть мультитрансформ. Это значит несколько как бы дуплицирований. Вот. Он говорит, правой клавишей добавить линия паттерн. И вот он куда-то улетел сюда. Вот он далеко. Так. Потому что где редактирование? Вот, редактирование этого паттерна. И нам надо, что нам надо? 4 поставить. Тогда будет 4 точки. И всего их, этот размер, это 8, можно прямо сюда писать. 8 умножить на 3, наверное. Вот. Так. Но мы не должны отсюда были выходить, потому что здесь еще есть добавить тоже linear pattern, но тут есть разные как бы направления. И мы сейчас поразбираем. Вот, например, по-моему, туда. Единственное, что он улетел вверх. Но тут есть вот кнопочка еще, галочка Reverse Direction. И вот у нас получился этот паттерн. Теперь мы его закрываем. Так, теперь у нас внизу вот такая закрытая
И у нас есть вот такая функция, здесь она называется thickness. Нам надо выбрать, какую грань мы хотим убрать. Вот, нажимаем, зелененькая стала. Нажимаем thickness и ставим размер стенки 1.2. Значит, если посмотрим, здесь они стали такие скругленные, и даже эти стали выпуклые, но это потому, что у нас надо сделать вовнутрь. Вот, если мы сделаем вовнутрь, то эти тоже неправильно остались, потому что здесь еще есть intersection. Вот, вот так получилось правильно. Вот и все. Нажимаем ОК и применяем. Так, что у нас еще осталось? Если мы посмотрим... чертеж я закрыл. Сейчас. Вот. Посмотрим чертеж. Нам надо сделать вот такие круги в центре. И они вот... 3 такие башенки, они вот идут вот так. Так, сейчас попробуем. Вот. Значит, что у нас? Мы будем рисовать на вот этой плоскости. Рисуем скетч. И самое прикольное, потому что мы начали из середины рисовать, у нас центр остался вот здесь. И это очень круто, потому что теперь мы можем рисовать два круга. Вот они. Так, рисуются. Не видно. 2 круга. И задать им диаметр. У внутреннего диаметр 4.8. У внешнего 6.51. Вот мы задали два диаметра, 4,8, 6,51. Вот здесь написана зелененькая радующая надпись Fully Constrained. Это значит, что все задано, ничего нельзя подвинуть. Это хорошо. Теперь можно сделать Close и сделать Pad. У пада, вот он выходит отсюда. У пада есть такая переключатель Type и Up to Face. И говорим, какой face мы хотим использовать как ограничение. И вот он дорисовал до сюда. И жмем ОК. Вот у нас есть pad. И мы можем теперь опять сделать паттерн. Значит, что у нас? Transformation от Linear Transform. Вот он опять куда-нибудь улетит. По-моему, расстояние между ними должно быть 8. И мы сделаем 1, что в одну сторону. Жмем... не жмем ОК. Это у нас наша ошибка в прошлом раз. Снова добавляем Linear Pattern. Делаем то же самое. Реверс. Ставим сюда 1 и сюда 8. 1 говорю. Так. Нет, что-то не то. Все равно 11. Вот. А где второй? Верните. Не понял ничего. Так. Удаляем. Повис. Так. Значит, выбираем нашу фичу и делаем опять мульти-трансформ. Значит, эта фича выбрана. Правой клавишей Linear Pattern. Вот он туда опять улетел. Сейчас попробуем подвинуть, чтобы видно было на экране, чтобы моя башка не мешала. Так, значит,
Во-первых, тут у нас 8, а тут 1. Окей, не выходим. Идем сразу еще делаем линию паттерн. А тот исчез. Вот так. Тот снова стал 100. Так, 8, 1. А здесь реверс. Короче, они стали вместе связаны. Так. Transformation failed. Ну, вот такая система. Так, оставлю это для видео, чтобы вы тоже, может быть, поймете, в чем дело. Значит так, linear pattern 8 и 1. И закроем. Вот. Теперь linear pattern. Тут еще был этот, как самая кнопка ОК. Я ее не нажимал. Значит, реверс. Ставим 8 и 1. Нажимаем ОК. Вот. Да нет, все равно. Так, окей. Окей. Reverse direction. Окей. Transformation failed. Вот так. Так, ладно. Так, delete. Delete. Что не нравится? Так, path у нас есть. Add linear pattern. Так. 8 и 1. И окей. Все равно не нравится. Так, cancel. Тогда пробуем простой паттерн без вы. Так, и все равно transformation failed. Не нравится. Что-то и не нравится. Ладно. Я понял, в чем моя ошибка. Сейчас покажу. Значит, берем пад, делаем мультитрансформ. Должен теперь и мультитрансформ работать. Ставим linear pattern. Вот у нас тут стоит 2, а нарисовано, что появилась 1. Ставим сюда 8 и оставляем. И жмем ОК. Вот. У нас стоит 2, а я ставил 1. В этом моя была проблема. Так, еще раз. Linear pattern, reverse и 8. Вот. Почему надо 2 ставить? Ну ладно. И вот все. У нас эти остались. Вот, получилась у нас такая деталька. Сейчас мы ее покрутим. Так, Shift крутит ее. Вот, снизу. И что у нас еще? Если мы посмотрим на наш PDF, вот у нас здесь вот такие ребра жесткости. Вот они видны здесь. Они идут не до самого низа. Так, надеюсь, вам видно. Так, что у нас тут побольше? Вот. Так, лучше. Так, вот она здесь. И они идут к кругу. Тут нам понадобится наша функция, опять которую мы уже использовали, перенос предыдущих как бы стенок. Вот, мы начинаем опять, мы выделяем то, что мы хотим, где начать скетч. Вот он зелененький.
нажимаем и выбираем вот эту. И тыкаем сюда, тыкаем сюда и тыкаем сюда. Так, теперь надо нажать Escape, чтобы она выключилась. Тогда мы можем пойти сюда, нажать сюда и выключить это. Вот. И теперь мы можем строить геометрию, привязываясь к этим линиям. Вот. Когда мы подводим к линии, там появляется такой значок, что будет создана привязка. И сюда. Вот. И мы нарисуем две линии. С одной и с другой стороны. Так. Нажимаем Escape. Сделаем симметрию. Значит, тут очень сложно попадать в точки. Вот. Нам надо выбрать точку, линию и вот эту точку. И сделать вот такую галочку, чтобы они стали симметричны. Вот. И расстояние между вот этой и вот этой, толщина этой стенки 0,8. Вот. Теперь вот они стали привязаны. Но вот здесь они не нужны. И здесь есть вот еще одна хорошая функция. Trim. Мы вот эти удаляем. Все. Теперь мы идем, закрываем этот скетч и делаем пад. Так, и что-то ему не нравится, кажется. Так, сейчас попробуем задать размер 6.3. Говорит, что... да. Это... Сейчас я быстро убрал ошибку. Говорит, что путь не закрыт. Wire not closed. Это... Я знаю, что такое. Жмем ОК. Так, жмем Cancel. Идем Edit Sketch. Вот. Мы перенесли вот эти линии, но они не участвуют в построении. Сейчас выключим. Поэтому мы должны их дорисовать. Вот отсюда. Смотрим, чтобы была привязка. Так. Тут, так как это внутрь круга идет, нам можно тут и прямой сделать. Бум! Нет, нет, нет. Так, еще раз. Тум. Тум. Так, вот, все, есть линия. Что еще надо? Так. Тынь. Тынь. Over constraint получилось. Ну и хрен с тобой. Так. Так, task close. Сделаем пад. И что? Опять не будет? Error. О, просто error. Просто тебе error. Типа решите constraint. Вот тут есть over constraint. Есть, можно вот так нажать и нажать delete, и он их просто удалит. Что теперь сделаешь? Пад. Нет, говорит, не закрыто. Так, дальше. Так, выключим. Где-то не нравится, что-то не нравится. Вот, проходим. Так, делаем их снова. Где-то говорит, что открыто, в общем. Так. И сам запутался, да? Но это как сам нормально. Так и надо. Так, что-то учишь. И сам учишься. Так. Ну, task close. Пад.
Не, а если... А. Так, вот делаем что? Delete. Так, снова выбираем. Делаем скетч. Так. Делаем перенос. Пум. 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 Так, escape. Модель. Выключить. Нормально все. Так. Привязка должна вот к палке быть. Так. Так, сейчас я еще покажу. Чтобы проще всегда были замкнутые, можно вот так делать. Так. Вот. Это получилось замкнутое. Так, это и это мы делаем симметричные. Можно теперь проверять. Мы можем закрывать, делать пад. Во. Так. Edit Sketch. Так. Мультитрансформ выключаем. Задаем размер. Кто запомнил, какой размер? 0.8. Так. И попробуем. Вот. Давай нарисуем повыше. Тут у нас все равно будет так, task close pad. Во, все получилось. Так, 6.3. Вот такие они должны быть. Они все равно внутри там, так что не важно, что мы их не скруглили. Но вот, если мы посмотрим на чертеж, остались вот эти черточки такие, они вот здесь идут, но бортики. Я думаю, вы справитесь сами. Это домашнее задание. Так что все. Спасибо за просмотр. Всем пока.